Меня зовут Владимир, и я зависим от экранов. Это уже третий в этой машине. Ну что, инженеры Tesla потратили миллионы долларов, годы исследований у UX-дизайнеров, психологов, эргономистов. И знаете что? 200 евро я потратил, чтобы вернуть все обратно. Вот этот экран у меня стоит уже целый год, и я им доволен. Сегодня я получил новую модель, которая имеет чуть-чуть большее разрешение, немножко больше экран и расширенный функционал. Мне очень нравилось, что этот экран помещался между рулем. Здесь же довольно-таки большое устройство. Проверим. А вообще зачем нужен дополнительный экран? Это правильный вопрос. А давайте разберемся, почему его там нет. По моему личному мнению, я считаю, его убрали, чтобы сделать агрессивный маркетинг. Ни один автопроизводитель не делал этого. Tesla первые, кто поместили всю информацию посередине на одном планшете. Бытует выражение минимализм, а на самом деле удешевизм. Ну а сейчас мы с вами сделаем монтаж, установку, распаковку, обзор. Смотри, будет интересно. CarPlay. Вообще, зачем он нужен в машине? Это правильное замечание, абсолютно, с вами согласен. Но даже по Европе с актуальными картами, когда вот я еду в Испанию, например, или во Франции, когда мы путешествуем, не всегда правильно тесловская навигация отображает, как куда можно подъехать. Вокруг да около ездишь, а заехать не можешь. В основном навигация тесловская работает очень четко. Но ваш маршрут может перестроиться, и вы даже не будете ничего знать. Что хорошо, когда вы едете в дальнее путешествие, это когда на CarPlay у вас Google карты, либо Waze, всеми любимый, когда он проецируется. Стоит у меня F3 обзор на него был порядка года назад. Это все на Linux, ребят, никакого андроида. Все устройства обновляются. За год владения ко мне прилетело порядка 10 обновлений. И сейчас, буквально 2 недели назад, полностью изменился весь алгоритм анимации, интерфейса. Мне очень понравилось. Я даже не вижу реально смысла сейчас себе менять. Но так как вышла новая модель, я хочу с вами поделиться и заодно обновиться. Я же зависим. В комплекте у нас идет инструкция по установке. Есть QR-коды, мануалы. Не устанавливайте никогда наугад. Смотрите внимательно видео по установке и также PDF-документацию, которая есть на сайте производителя. Но тут все как обычно, лопатка установочная, но вот проводка, я вижу, что она немножко другая, не такая, как была раньше. Прежде было деление на AMD, либо Intel процессор, который у вас стоит. Здесь же я вижу, реализация выполнена одним единым жгутом. Вы ничего не перепутаете, вам всего лишь нужно смотреть на вот эти вот надписи. Вот этот длинный провод мы должны подвести в итоге в наш экран. Все остальное в передний правый порог. Также можно подсоединить сзади, где центральный воздуховод. Один очень важный плюс – это наличие передней камеры. Когда мы включаем драйв, она будет автоматически включаться и работать до 5 или 10 км в час, пока мы не наберем скорость. Это то, чего нам не хватает владельцам предыдущей Model Y. Воздушные потоки можно регулировать вверх-вниз, влево-вправо. Если вы выставите по умолчанию в центральное положение, то как вы задаете у себя на экране Tesla, так здесь и будет обдувать. Ничего нигде не повреждается. Подкладки, резинки, никакого разрушения. Вы можете это снять потом через год. Кстати, вы сейчас увидите, и никаких следов не будет присутствия того, что у вас что-то было установлено. Я просто жду, не дождусь, когда это поставлю. Ну что, будем устанавливать. А пока что... Ты понял, да? 23%. Промокод в описании. По установке ничего сложного. Смотрите, братцы. Уплотнитель. Вот тут есть секретный болт торакс. Про размеры выбираем F3 либо вот эта модель. И сейчас у нас с этого момента все пойдет очень быстро. Ну что, целый год стоял экран. Снимаем, смотрим. Абсолютно чисто, никаких следов, ни разницы выгораний,
ни царапин, нету ничего, потому что здесь точно такая же защитная резинка стояла. Любые манипуляции вообще с электрикой Tesla требуют зайти в раздел «Безопасность», отключить питание. Здесь у меня установлено множество дополнительных устройств, регулировка сидения, командор, дополнительный экран. Кабель 2 соединяем с кабелем 2, и наш экран сейчас будет включаться. Делаем тестовый запуск, проверяем. Ну, он показывает, работает, можно собирать. Визуально примерили, получили симметрию, перевернули и помечаем здесь, где у вас центральное отверстие находится. Теперь по одному нужно просунуть провода, ну и установить машину. У вас либо будет на 2 мм левее, либо на 2 мм правее. Продели провода, вот они и 4, здесь фиксатор. Нам потребуется из комплекта пластина, и на эту пластину мы должны закрутить саморезом. Провод на переднюю камеру, он устанавливается довольно-таки просто. Через круглую уплотнительную резинку нам нужно выйти из салона и пройти под капот. Здесь важно положить провод так, чтобы защелки, которые у нас тут установлены, в них чтобы не попал провод. Вот здесь внутри оставляем аккуратно и захлопываем. Мы должны ее туда вставить и задвинуть. Проверяем вот здесь состыковку. Наш экран должен зайти под верхнюю набалдашку. Все, давай закручивать. Вот это максимум. Первым делом подсоединяем Wi-Fi и проверяем наличие обновления экрана. Здесь основных 3 интерфейса. Вот этот вот график, он нарисован абсолютно для красоты, но когда вы едете, тут вы можете видеть мгновенный расход. Давайте пройдемся по меню. Мы видим давление в шинах. Здесь что удобно: пробег, там поездка, дистанция, сколько времени заняло. То есть это с момента старта и остановки. Значит, если его сравнить с оригиналом, я отличий не вижу по пикселям и прочее. Здесь стоит Full HD экран, он практически 4К. Я не вижу ни пикселей, ни точек, ничего. Довольно-таки качественная картинка. Здесь корректное отображение скорости, учитывается то, что у вас в навигации Tesla. Из минусов сразу же скажу, что мне здесь не нравится. То, что скорость отображена слева, а не с экрана. Обратите внимание, если я включаю драйв, у меня появляется вот эта анимация, стрелочка, это значит, я еду вперед. И у меня скорость вот здесь. Вижу ли я ее? Вижу очень хорошо и нормально. Но я люблю, когда скорость четко по центру. Здесь почему-то приоритета не отдали, чтобы была вот эта анимация посередине. Нажат тормоз, все значки, дальний, ближний свет, все здесь есть. Поворотники. Помехи справа, помехи слева, здесь у вас все отображается, подсвечивается. Анимация сделана нормально, посмотрите, видите? То есть вот мы заднюю включаем, переднюю включаем передачу. Заряд в процентах, сколько у нас запас хода в попугайных километрах VLTP. Ставим паркинг. Вот тут анимация довольно-таки спорно, видели, да? Сейчас появляется тень, она это делает очень несуразно. Не так плохо, но и не так, как должно быть. Здесь есть 3 основных скина. Есть вот такой, нажимаем сюда, мгновенный расход. Вот это отображение, как ты нажимаешь педаль газа, не очень идеально работает, но для красоты что-то там двигается. Главное, что отображается скорость посередине. Присутствует 3-й скин, это UI3. Я не знаю, чем он отличается от первого, но здесь есть шкала рекуперации, и тут мы уже конкретно видим, что и как. Вот этот самый классический, мне он нравится. Русского языка я здесь не обнаружил. Давайте по порядку. Bluetooth — это понятно для CarPlay, HiCar — это приветственная заставка. Вот это я даже не знаю, что это, надо в инструкции смотреть. VLAN у меня соединен. Заходим в генеральные настройки. Цельсий 24 часа. Таймзона. Нужно время будет выставить. Speed Limit General, то есть это имеется в виду европейский. Аудиовыход. У него есть встроенный динамик. Лучше делайте, чтобы по Bluetooth была громкая связь для CarPlay. В барах отображения. Языки, вот, пожалуйста, все перед вами. Следующая эта модель. У нас есть M3 Highland, тройка простая, предыдущая, Cyber, Model Y и Model Y Uniper. Цвета и руль слева или справа у вас находится. Постоянно светлый, постоянно черный, либо это будет автоматически, вот как у вас на экране с Tesla. У меня всегда установлен черный. Phone Link — это имеется в виду CarPlay. Будет он у нас на часть экрана или же на полный экран. Передняя камера вот здесь включается. Когда мы включаем драйв, у вас отображается все спереди. Вот этот очень важный раздел, раздел Software. Нужно подключиться к Wi-Fi.
нажать кнопку «Ото МЦУ». Если у вас есть какие-то обновления для МЦУ, то они скачиваются и устанавливаются вот как сейчас у нас. Тут прям у тебя и мгновенный расход, и все, это слишком много информации для меня. Но если вы вот любите все это, вам нравится визуал, дисплей качественный, очень хорошо отображает, разрешение офигенное. Но я вернусь на версию F3.8, которая поменьше. Хотя здесь визуализация, ну, просто космос. Мне она нравится. Она реально современная, красивая. Насчет скинов, их всего лишь 3. Достаточно это или нет? В принципе, да. Но можно было бы, наверное, и больше. Для чего нужен вообще экран передний? Ребят, давление в шинах, запас километров в заряде, в процентах. Вы все это видите, и вам вот сюда не надо отвлекаться. У вас скорость находится перед вашими глазами. Это то, что необходимо знать и видеть. Что я еще здесь нашел? Если опустить шторку пальцем вниз, здесь есть управление пассажирским сидением, то есть мы можем его двигать вперед. Оператор поехал вперед, назад. Открывание дверей, все работает. Вот пассажирская. Поберегись. Закроешь свою дверь, пожалуйста, теперь. Это проверили. Здесь отображение температуры работает некорректно, но самое главное мы можем делать прикондишн батареи. Когда я здесь нажимаю на вот этот значок и на секси кноп, который у меня внизу расположен, я захожу в раздел и я вижу, что у меня предподогрев включен. Видите, я сейчас выключаю и здесь погасло. Это большой плюс, чтобы иметь ручное управление подогревом батареи. CarPlay. Я вам сейчас покажу, как работает. Мы его протестируем. Значит, нам нужно соединиться по Bluetooth. Вот оно. TSL 234. Находим его в списке. Есть. У меня загорелось меню. Я никогда этим не пользовался. Все запускается первый раз. И сейчас в движении проверим. Забиваем маршрут. Нам нужно сейчас ехать вот сюда. Прокладываем маршрут и смотрим, здесь все отображается. Здесь много чего можно настроить. Да, у нас есть тесловская навигация. Она работает изумительно. Но очень важно в путешествиях, когда вы едете на дальнее расстояние, вы планируете свой маршрут. Это тоже можно делать как-то и в Тесле, но я не знаю. Мне проще открыть Google карты, поставить нужные мне точки, скинуть этот маршрут себе на телефон и включить CarPlay. И здесь я еду по строгому своему маршруту. И я знаю, что он никуда не выключится, никуда не перестроится и не пропадет. А уже по тесловской навигации, да, мы забиваем, смотрим. Если она нас ведет не туда, мы едем по CarPlay, продолжаем, и только потом тесловская подтягивается. Вы можете использовать любую навигацию абсолютно. Waze или какая вам нравится. Это очень удобно в регионах, где нету обслуживания Тесла. То есть там Украина, Россия, Белоруссия устаревшие карты ставят. Никаких тормозов, глюков я ничего не вижу, все работает идеально. Первый раз установка видеокамеры довольно-таки трудозатратное занятие. Протяжка кабеля в туннеле воздухозаборника – это самая сложная процедура. Приклеил и установил крепеж камеры к защитной сетке радиатора. Визуально получилось довольно-таки мощно, ее никогда не оторвет. И осталось посмотреть, как работает передняя видеокамера. Погнали! При переключении в режим Drive камера включается автоматически. Парковка становится точной, никакого стресса. Вы всегда можете увидеть бордюр и настоящую границу. Tesla Vision порой не замечает посторонние предметы в виде камня, особенно если он зарос мхом. При наборе скорости 10 км и выше происходит автоотключение. Правой кнопкой на руле я специально демонстрирую включение-выключение передней камеры. Качеством картинки вполне доволен. Парковаться теперь стало гораздо интересней и спокойней. На моем канале вы найдете много разного полезного контента для вас и для вашей Tesla. Ребята, помните, базовая комплектация – это основа. Но аксессуары придают характер. Надпись «Это конец».